Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 2 января, время 20 часов 1 минута, и мы проводим очередной эфир, как мы его анонсировали. У нас сегодня в гостях Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рады видеть. Добрый вечер. Поздравляем вас с Новым годом. Вот, там у вас холодно или как вообще? Ну, прекрасно. 4 градуса мороза, снежочек легкий с утра. Я понял. Но все равно мы назвали эфир «Угасание». Будем говорить, как обычно, о том, что происходит вокруг ресурсного проклятия или наоборот второй нефти как-то. Люди, это говорит вторая нефть. Вот мы будем говорить, снова обсуждать энергетику. Почему? Собственно, потому что это топливо для войны. Собственно говоря, топливо во всех отношениях для Москвы. Поэтому мы так внимательно, так пристально подходим к оценке того потенциала, который, по-моему, расходуется Москвой в результате всего, что вокруг нее происходит. 7730 человек нас смотрит, 3230 поставили лайки. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень-очень для нас важно. Сегодня у нас 2 эфира. Сразу по окончании этого у нас еще будет Юрий Федоров с обсуждением, собственно, того, что происходит между разными частями институциональными и неконвенциональными российской армии, там ЧВК Вагнера и так далее. Как долго они будут выяснять, собственно говоря, отношения. Так что не уходите, сразу после этого эфира приступим там. Смотрите, Михаил Иванович, вот с чего хотел начать. Буквально сегодня или вчера, извиняюсь, Лондон объявил торжественно о том, что отказался от российского природного газа. Причем зависимость Великобритании была, не такая, конечно, как в Германии и вообще ряду континентальных государств. Но все-таки Великобритания, в общем, российским газом-то не пренебрегала. И вот теперь как бы все. Российский газ Великобритания вроде как не пользует. Вы нам расскажите, пожалуйста, а насколько этот аспект вообще влияет на, скажем, вот все, что связано с газовыми поставками в контексте, собственно, вот этих отказов, которые идут и в континентальной Европе, а теперь в Великобритании от российского газа. Что сейчас происходит с цифрами? У нас там ряд зрителей спрашивали, насколько падение, вообще говоря, поставок, что с добычей и так далее. Вот все, что в контексте этой новости нам можете сказать, пожалуйста, расскажите. Ну, прежде всего в голову приходит слово «лукавство». Вот когда мы говорим об экспорте российского газа на Британские острова, то там не все так, как кажется. Но вы посмотрите, «Газпром» из года в год докладывал, что он поставляет газ в Великобританию. Там реализация газа в Великобритании. Откуда он взялся? Дело все в том, что в Великобритании говорят, вы знаете, ни одна молекула российского газа к нам не поступает. Да, «Газпром» совладелец даже одного из газопроводов, интерконнектор так называемый, который идет с материка на Британские острова и обратно может реверсировать, поставлять газ. Но несмотря на то, что «Газпрому» там принадлежит вроде бы 10% собственности вот на эту трубу, то по трубе никакой газ российский в Великобританию не идет. А реализовывали там газ, который газпромовские дочки покупали у каких-то других производителей газа, в Норвегии, например, или еще у каких-то компаний, которые где-то его добывали, а потом они его продавали спокойно в Британии, а «Газпром» записывал это себе в реализацию. Но иногда совершенно бесстыдно писал, что это экспорт, а не реализация, хотя никакого экспорта не было, была перепродажа. Вот от нее отказаться, какой смысл? Отказались сотрудничать с газпромовскими дочками, которые чужой газ там перепродавали. Но дальше-то «Газпром» стал записывать в свою статистику газ, сжиженный природный газ, который поставлял не «Газпром», а поставляли другие компании, которые его экспортировали с российской территории. Это проект Ямал-СПГ. Там главный участник – это компания «Новатек». Потом там есть французы Total Energy. И есть 2 китайские компании, которым вместе принадлежит почти треть вот этого проекта. То есть эти компании брали там газ, российский газ из южно-тамбейского месторождения, сжижали его на своем предприятии,
А потом из порта, который был построен на государственные средства, отправляли его на экспорт. Но смысл-то был какой? Газ-то переставал быть российским в тот момент, когда он поднимался из-под земли. Потому что этим компаниям предоставлен специальный налоговый режим, то есть они вообще ничего за этот газ не платят. Ну, вроде бы они должны заплатить хотя бы роялти, так называемые. В России это налог на добычу полезных ископаемых. А у них вот специальным решением в российских властей это ноль. То есть они этот налог не платят. Дальше. Они могли бы заплатить экспортную вывозную пошлину за этот газ, то есть экспортный налог. А там опять нулевая ставка, они из-за него ничего не платят. То есть этот газ с российским руководством подарен вот этому международному консорциуму. И дальше они его везут и продают туда, где они от Литвы до Испании, и еще могут переправлять его и в Китай, и в Японию, иногда по Северному морскому пути, редко-редко. А так в основном в Европу, конечно, гоняют, и там продают этот сжиженный природный газ. И вот в Великобританию этот газ поступал, и вот то, что они сейчас отказались, они отказались фактически работать с этим международным консорциумом, который газ получал из России и стал туда поставляться. Ну, объемы там были довольно значительные, если учесть торговлю сжиженным природным газом. Там где-то 3,5 миллиарда кубометров в год получали британцы из этого источника. Ну, во-первых, «Газпром» теперь не сможет это все записывать на свой счет, фальшиво, конечно. А во-вторых, в принципе, это даже небольшая трагедия для этого консорциума. Они будут перепродавать этот газ в других местах, потому что владельцы то французы, то китайцы, то «Новатэк». И, в принципе, работать будут как и прежде. Но с точки зрения «Газпрома» это бумажный убыток, потому что в статистику они уже вот эту фальшивку себе не напишут. Угу. 25 138 человек нас смотрит. Спасибо всем, кто присоединился к нам. Несмотря на праздники, всех поздравляем еще раз с наступившим 2023 годом. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Смотрите, что получается. Вот 5 декабря началось коридор цен, и эмбарго, и все остальное. Первые итоги за этот декабрь. Вот какие можно подвести, как это все реализовывается. Мы с вами это обсуждали в самый канун этого всего. Это месяц назад с лишним мы с вами разговаривали. А теперь вот уже как бы Новый год и все такое. Вы говорили, что какие-то еще поставки будут ехать, еще там до февраля, быть может. Какие-то, значит, танкеры и так далее. Но, в принципе, как бы позиция уже все оформлена. У России ничего в Европу, у стран Запада не будет покупаться. Странами Запада не будет покупаться. Прежде всего, исключаются те поставки, грузы в танкерах, которые, нефть туда залили до 5 декабря. И до 19 января эти грузы нефтеналивные, они будут не подлежать никаким санкциям, и, пожалуйста, их могут совершенно спокойно покупать те, кто раньше не отказался от российской нефти. От российской нефти раньше-то отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания, а сейчас с 5 декабря к ним присоединилась, вся большая семерка, включая Австралию, и они решили не покупать. Все, да, это кончается. А дальше начинается свистопляска с так называемым потолком цен. Потому что, где-то на Западе решили, что ребята, может быть, без российской нефти будет какая-то разбалансировка спроса и предложения на рынке нефти, на глобальном. Цены могут взлететь далеко вверх, и давайте-ка мы разрешим тем странам, которые не участвуют в санкционной программе, в отказе от российской нефти полностью, покупать эту нефть. Им и раньше никто не запрещал. Но в оригинальном своем виде санкции гласили так, что нельзя оказывать услуги по морской перевозке этой нефти. Тем, не покупателям, не против покупателей все это направлено. А страховые компании,
судоходные компании, которые должны были куда-то там возить нефть, вот на них распространялись санкции. А потом решили, ребят, давайте вот это вот мы отменим, пусть они страхуют перевозки российской нефти, пусть там танкеры спокойно работают, но только при одном условии, если эта нефть будет продаваться дешевле, чем $60 за баррель. Так. Вот. То есть на самом деле это было не запрет торговли российской нефтью, а некоторое даже облегчение по сравнению с теми санкциями, которые еще в июне там были приняты против российской нефти. И в октябре там подтверждены. Но все думали, что вот ограничат доступ к российской нефти, ограничат цену российской нефти, и начнутся контрабандные продажи российской нефти снова по той самой высокой цене, и якобы Россия уже там чуть не сотни старых ржавых танкеров себе приобрела, и она на них будет возить нефть, как и прежде, и торговать по той же высокой цене, по которой там якобы она котировалась. А не получилось. Потому что все покупатели российской нефти, которые посмотрели на эту ситуацию, они сказали, ах да, мы можем покупать российскую нефть, никто нам не запрещает. Мало того, и танкерам никто не запрещает, и страхователям никто не запрещает работать. Но давайте требовать, чтобы Россия продавала нам нефть с большой-большой скидкой. И вот мы сейчас смотрим в первые, по декабрю примерно средние, вот российская нефть официально вышла где-то на 54 с копейками доллара за баррель, вот 31 декабря. А некоторые партии нефти стали продаваться по 42-43 доллара за баррель. А Россия отреагировала, мягко говоря, унизительно и смешно. Вышел указ президента, в котором было два главных пункта. Там было 3 пункта, но два главных. Вернуться к валюте. То, что они пытались Нет, это уже следующее. Первый пункт дальше, был совсем смешной. Вот мы запретим тем странам, которые у нас вводят потолок цен, покупать российскую нефть. Фокус в том, что вот как раз те страны, которые отказались покупать российскую нефть, они ввели вот этот потолок цен. То есть как, вы у нас не покупаете нефть, так мы объявляем, мы запрещаем вам поставлять нефть. Идиотизм полный, это абсолютно клоунада. А второе такое, если в контракте будет записано, что формула цены нефти отвечает вот этому представлению о потолке цен, то туда тоже нефть не будут продавать. А никто не записывает никак вот слово потолок цен или price cap, а ни в одном контракте этого нет. Нет этого и в приложениях к контрактам, которые определяют цену вот этой нефти. И попросту нефть идет, это уже психологическое воздействие. Ах, это нефть из России, значит, ее можно купить дешево. А никто не будет ничего писать. То есть второй пункт этого указа, он тоже глуп, попросту глуп, и я не знаю, на кого, на какую безмозглую аудиторию все это рассчитано. Там есть еще третий пункт, что господин Путин может своей собственной волей менять и первый, и второй пункт, которые и так не работают и без этого. Вот такой смешной документ издали. А дальше началось так, у нас там, дальше-то это уже следующий указ был довольно смешной по газу. Когда вдруг стали давать назад от той притворной схемы, помните, была такая схема, мы требуем оплаты газа в рублях. Да. Вот такая была. Мы даже обсуждали это. Да. Все это. Но это схема притворная, потому что, да, вы можете платить в своей валюте, как у вас там по контракту положено, но мы потом объявим, что вы заплатили в рублях, потому что мы эти деньги будем сами конвертировать уже дальше в рубли. Вот такая вот фальшивка была. А теперь, значит, когда вдруг стало ясно, что, в общем-то, экспорт российского газа сократили в правительстве до такого состояния, что «Газпром» уже чуть на стенку не лезет, потому что у него экспорт упал наполовину,
а добыча на 20% у «Газпрома» упала, по самым последним данным, то надо что-то вот такое делать, куда-то все-таки этот газ пристраивать. И поэтому объявил Путин, что да, мы согласны, что вы будете платить вот в своей собственной валюте, а уже не в рублях, если там, значит, пойдет газ в уплату каких-то задолженностей. То есть это шаг назад. И, кстати, еще шаги назад по сравнению вот с газовой политикой, они, намеки на них уже сейчас идут, и очень даже интересно посмотреть. Потому что российский газ, он никогда не был под какими-то санкциями. Ради бога, вот продавайте его, у вас трубы у вас есть, гоните вот тем странам, где у вас есть контракты с компаниями, получателями этого газа, никто ничего не запрещает, контракты есть. Мало того, оттуда даже идут арбитражные иски. Вы нам мало газа поставили, вы нарушили контракт, теперь с вас денежки причитаются. И большие, кстати, очень большие суммы. Там, значит, только по одному иску 11,6 миллиарда евро за то, что «Газпром» не поставил немецкой компании столько газа, сколько обещал. Но все санкции на российский газ – это санкции из Кремля. Все, мы вас там заморозим, мы вам не будем газ поставлять и так далее. И вот теперь, значит, первые намеки на то, что могут отыграть все это назад. Первое, это вот сейчас этот указ, что, ребята, мы можем даже согласиться, что вы нам будете в своих валютах платить, а не в рублях. А второе, это пошли намеки на то, что Россия уже оценивает возможность починить после взрыва трубы Северного потока. Что якобы 500 миллионов долларов, и мы вам вот эти все последствия взрывов там, значит, устраним. Дальше пошел намек на то, что могут возобновить прокачку газа в Германию по трубе, так называемой Ямал-Европа, это через Беларусь, Польшу туда в Германию идет, мощностью 33 миллиарда кубометров в год, потому что закрыта была прокачка из-за так называемых контрсанкций российского правительства против оператора польского участка. Там был полный идиотизм, конечно, вот эти все контрсанкции, но цель была такая, угроза заморозить Европу. Ну вот угрожали, а теперь говорят, вы знаете, а может мы все-таки восстановим прокачку газа туда, в сторону Германии, по этому закрытому, но вполне исправному маршруту. В общем, где-то идут попытки подать назад, то есть нажать на тормоза. Со стороны Москвы. Со стороны Москвы, да, потому что Европа как раз, когда она поняла, что на нее вот такое давление идет со стороны Москвы, она уже научилась обходиться без российского газа. Ну, то есть, получается, что чего здесь больше, экономического уже расчета или же, ну, некого санкционных решений, я имею в виду со стороны Европы. Они отказываются от российского газа, потому что справляются или потому что та сумма решений, которая была принята, эмбарго и все остальное, ну, она сама диктует изменение политики энергетической. Нет, но главное, что не было никакого эмбарго. Не было никаких санкций. Ради бога, если «Газпром» готов был прокачивать газ тем потребителям, с которыми он много лет подряд до этого работал, нормально совершенно поставлял газ, за исключением некоторых критических моментов, когда отключали газ по указанию из Кремля, но дальше-то можно было работать и оставаться вполне цивилизованной компанией, которая поставляет газ потребителям в Европе. Европейские компании готовы покупать этот газ. Никто не отказывался. Не было таких отказов, не было никаких запретов. А вот в Москве как раз и свели все это до такого минимума, что прекратили это. Ну, самоубийство это было. То есть они взяли, и остался только несчастный турецкий поток, вот одна трубочка, которая идет через турецко-болгарскую границу. И второе, это вот остаточки, которые еще прокачиваются через Украину по одному только маршруту. Все, остальное все закрыли из Москвы. Не Европа это все закрывала и ликвидировала. И да, пожалуйста, в Европе готовы. Так это что получается? Все эти решения, которые Европа принимала об эмбарго, пакеты санкций и так далее, это все обходимо, что ли, так сказать? А не было этого.
дело все в том, что все санкции, они были против нефти. А против газа все санкции – это политическое решение Кремля. Под лозунгами мы вас заморозим. Значит, цель была такая – напугать Европу. Вот сколько раз уже Путин говорил, что, извините, вот когда мы без нашего газа, у вас будет полный коллапс, ваша экономика, ваша промышленность, все захлебнутся, вы замерзнете, это будет катастрофа для Европы. В Европе сначала спохватились и стали писать. Вы знаете, мы тут посчитали, для того, чтобы полностью отказаться от российского газа, который нам не дают, грозят нам из Москвы, нам нужно 5-7 лет. Потом почесали себе репу и говорят, вы знаете, а мы до конца года, наверное, справимся, вот до конца 2022 года, и, в принципе, откажемся от всей основной массы. Вот немножко газа сейчас поступает через Украину, но часть газа там идет в Словакию, часть газа поступает в Австрию, и немножко в Италию, но не полностью. А через турецкий поток Болгарию пролетает это все транзитом, но немножко в Грецию, немножко в Северную Македонию. Это все очень микроскопические объемы. Дальше это Сербия и Венгрия. Все, больше других покупателей нету, потому что Россия от них отказалась. И она еще будут новые иски. Потому что почему вы нам не даете газ? У вас в контракте написано, что вы должны нам газ давать, поставлять. Поэтому, извините, будете платить и платить неустойку. А неустойку у нас очень не хотят платить, потому что сначала были попытки разыграть такую карту, что все это прекратилось не по нашей вот там злой воле из Кремля, а потому что были обстоятельства непреодолимой силы. Взрывы на Северном потоке, вот враждебные действия Польши якобы в отношении вот оператора этого участка, были попытки, это совершенно точно я это расцениваю, как попытку организовать якобы аварию на украинской стороне газопровода, когда повысили давление в газопроводе Уренгой, Помар и Ужгород, и должны были спровоцировать этим какие-то аварии. Не получилось, никто не поверил в то, что есть обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор. И сейчас все видят, что виноват, естественно, Кремль, и поэтому надо с «Газпрома» деньги эти спрашивать. И «Газпром», судя по всему, вынужден будет платить все это. Или расплачиваться каким-то имуществом, поскольку «Газпром» у нас на 50% государственная компания, то российским государственным имуществом, возможно, придется расплачиваться за то, что «Газпром» нарушил контрактные обязательства. Так, вот смотрите, Михаил Иванович, тогда по газу тогда, раз уж мы говорим о газе. Каким можно констатировать падение? Какие цифры вообще падения добычи газа в России и что делают в связи с этим падением? Посмотрите, падение добычи газа в России, вот по итогам года минувшего, 20% примерно. То есть это добыча газа. Экспорт газа упал на 48%, считайте половина. Половина экспорта, то есть 100 миллиардов кубометров газа, они вышли из этого уравнения, не поставили на экспорт вот объем, который мог быть поставлен. Взяли 100 с небольшим миллиардов кубометров, поставили в течение года, хотя могли по итогам предыдущего года где-то больше 200 миллиардов кубометров поставить. То есть вот это сокращение сокращение валютных поступлений, естественно, от экспорта этого газа, это убийство единственной крупной рыночной ниши для «Газпрома». «Газпром» у нас монополист по экспорту. Вот это просто уход «Газпрома» из бизнеса по экспорту российского газа. Нет, газа в России добывают много, его действительно запасы очень большие, и поэтому где-то сократится добыча. Теоретически она могла примерно 700 миллиардов кубометров составить, но 500 миллиардов кубометров из этого – это внутренний рынок. Внутренний рынок не будет лишен газа. А вот экспорт, на который раньше шло где-то 200-203 миллиарда кубометров, вот этот экспорт, он 100 миллиардов уж точно совершенно потеряет, а я думаю, что потеряет даже гораздо больше, потому что этот газ некуда девать.
Мгм. Мгм. Да, понятно. А некуда девать. А получилось ли диверсифицировать как-то, ну, радикально поставки в Европу, заместить их поставками в Китай, в Индию, в какие-то другие места, которые готовы в таких объемах газ получать? Или вот можно констатировать вот уже по окончанию года, что нет, ничего из этого не вышло, просто как бы Ну, падение. ну как, есть проект «Сила Сибири-2», называется такой Так, проект у да. «Газпрома». И президент Путин, ну, не так давно, даже выступая на Восточном экономическом форуме, он сказал: вы знаете, там почти все уже решено, мы даже по цене договорились с китайцами, осталось там, ну, какие-то буквально мелочи согласовать с китайской стороной, и тогда, значит, все, китайцы дают согласие, и мы начинаем строительство вот этого хозяйства. Буквально в те же самые дни из Думы запросили Министерство энергетики, попросили: ребята, объясните, в каком состоянии находится у вас этот проект, значит, «Сила Сибири-2», для того, чтобы газ с Ямала переправить в Китай. И там Павел Сорокин, заместитель министра энергетики, в письме пишет, что, вы знаете, у нас сейчас идет, значит, какой этап? Есть такой документ «Обоснование инвестиций». Это даже не технико-экономическое обоснование всего проекта. Так, Это следующий так. уже был бы шаг. И не проектная документация, по которой уже можно строительство вести, а это вот предварительное, пред-ТЭО такое, обоснование инвестиций. И сейчас оно разослано всяким конторам, которые дают экспертные заключения вот на это обоснование инвестиций. То есть вообще конь не валялся, мягко говоря. И это первое. Второе, если мы посчитаем, сколько вот «Газпром» тратит на строительство, ну, таких же газопроводов, вот «Сила Сибири-1», например, мощностью 38 миллиардов кубометров в год, вот с начала строительства, вот уже когда деньги пошли, строительство началось, и до выхода на проектную мощность это 10 лет. К 2025 году эта труба должна выйти на проектную мощность. А вот труба, которую проектируют мощностью 50 миллиардов кубометров, вот это самая «Сила Сибири-2», если учесть ее длину, сложность и все остальное, это 12-15 лет, это как минимум. То есть вот сейчас взять и вместо европейского рынка гнать газ на азиатский рынок, ну никак не получится по времени. И второе, нет согласия китайцев. Вот Да? хотя Путин говорит, это он врет. Потому что каждый раз, когда Путин, Он значит, такой. собирался э, говорить с китайским руководителем, председателем Си Цзиньпином о том, о судьбе вот российском предложении вот еще один контракт, еще одну трубу запустить в Китай, то писалось так: во время переговоров будут затронуты, или даже писали, были затронуты вопросы, связанные со строительством вот этого газопровода. Во всех итоговых документах всех встреч ноль. То есть китайцы согласия не дают. Но это вообще очень забавно вообще было бы наблюдать реакцию китайцев, потому что Путин несколько раз объяснял, что вот этот газопровод в Китае, для чего он нужен? Он честно сказал, еще помню, со студентами там встречаясь во время какой-то странной очень встречи, он говорит: вы знаете, мы соединим инфраструктуру газотранспортную на востоке страны с западом страны и будем переключать потоки газа туда, где это нам будет выгодно, в Китай, либо в Европу. Но вот он подходит к переговорам с председателем Си и говорит там: вы знаете, мы тут хотим вам, дайте согласие на строительство такой трубы, но мы, если нам будет выгодно в Европу, мы этот газ будем в Европу отправлять, а когда нам будет выгоднее к вам, мы будем к вам отправлять этот газ. Вот как вы смотрите на то, чтобы вот в такую вот игру поиграть? Ну, смысл-то какой вообще китайцам выступать в роли пешек вот в этой путинской затее? Это первое. Мгм. Второе. В Китае вот все планы на будущее, там нету дополнительного российского газа. Вот все газовые балансы на пару пятилеток вперед, там этого нет. И потом, когда, если эту трубу проложат, то это будет уже выход на какую-то мощность к 1935 примерно году. А какая будет цена газа в 1935 году? Кто может Ну да. сейчас предсказать?
То есть какая нужда Китая будет в этом газе. И поэтому Китай вот к этой затее Путина, он относится молчаливо, да, без какого-то там холодка, критики, чего, просто не отвечает на все эти затеи. Но в свое время тоже так было. Вот все говорили, вот мы с Китаем ведем переговоры о строительстве трубы. Был такой проект «Алтай» между территорией Монголии и Казахстана. Там маленькая есть перемычка такая, российско-китайская граница, плато Укок, так называемое. Вот оттуда мы там проведем. А когда мы смотрели на деятельность «Газпрома» изнутри, то было видно, что там никаких переговоров на эту тему не шло, никаких рабочих групп по проработке вот этого проекта вообще не существовало. А была рабочая группа, с китайцами согласовывали возможную поставку газа через Дальний Восток, с Сахалина. Вот там работала рабочая группа, была. А по этому Алтаю ничего не было. Так же в точности, как сейчас ничего нету с китайцами вот по поводу вот этой силы Сибири-2. Да, с монголами договорились. Они страшно довольны. Ради бога, приходите и вот стройте нам сюда ваше газоснабжение. Монголия примет ваш газ. Все, там все согласовано, и чуть ли не даже вся проектная документация готова для монгольского участка. А вот китайского просто не существует. Так, 51 тысячу человек нас прямо сейчас смотрят, больше 14 тысяч поставили лайки. К тем, кто присоединяется, а таких еще 10 тысяч человек пришло, пожалуйста, не забывайте про подписку на канал Фейгин Лайф. У нас там не хватает немного, пару тысяч до 2 миллионов 40 тысяч подписчиков. Так что от вас зависит, как быстро мы их наберем. Вот, не примените воспользоваться возможностью. Хорошо, Михаил Иванович, давайте мы вот 32 минуты в эфире, а у нас еще есть время, поговорим о нефти все-таки. Да? Вот вообще говоря, вот с этим ценовым коридором, можно ли сейчас констатировать, что запущенный этот коридор, решение об этом ценовом коридоре, оно повлияло на рыночную стоимость нефти? И что и в дальнейшем, возможно, корректировка вниз, да, как отрицательный рост, как они сейчас говорят, цены на нефть в связи с установлением административным вот таким, да, решением своим произвольным, дискреционным цены на нефть для российской нефти. И она, в общем, цена будет спускаться вниз именно на российскую нефть. Потому что, если ее можно покупать, вот сейчас там было по 60, а если по 30 можно покупать, какой-то дурак будет покупать ее по 60. Я просто не понимаю, как это работает. Зачем покупать дороже, когда можно купить дешевле? И, естественно, конъюнктура меняется, рынок реагирует, вот цена идет вниз, вот как бы вот так. Что можно сказать вот об этой корреляции? Нет, вот сейчас идет то, что мы наблюдаем с 5 декабря, фактически уже почти месяц мы наблюдаем за этим явлением. Первое, цена российской нефти выше потолка не поднимается. Это вот совершенно выше точно. 60. Да, то есть 54 вот там где-то, это максимум того, что она за это время где-то куда-то поднималась. Там было, по-моему, какой-то $58 фиксировалась такая средняя цена. Мало того, эта цена, в общем, даже для фьючерных контрактов, это не ежедневная цена, а ежедневная она гораздо ниже. Это первое. Второе, даже в те периоды, когда цена других сортов нефти вот шла вверх, вот сегодня, например, цена этих сортов нефти, она шла вверх и очень так неплохо поднималась, в том числе на Brent, на американскую WTI, все это росло, а нефть марки Urals российская, она не росла, она оставалась на прежнем месте ниже потолка. А вот извините, что я перебиваю, Михаил Иванович, то есть существует какой-то прямо-таки диспаритет вот этих цен между, всегда казалось, они где-то так рядом, рыночные цены на разные марки нефти, а получается, что вот этим решением можно как-то влиять на вот эту существенную, быть может, разницу. Там разбег мог быть на $10, например. Это же для рынка это, чувствительно, существенно, как вот вы скажете. Нет, была такая вот, если раньше корреляция была, да, от цены марки Brent отсчитывали какой-то дисконт на российскую нефть. Причем он был довольно объективный. Первое, это нефть немножко дальше возить там каким-то образом. Второе, качество нефти, то есть содержание серы и плотность. Она хуже, чем какая-то. Да,
нельзя из сказать, она Персидского тоже залива. нужна, ее тоже Ага. потребители. Но для того, чтобы ее переделать в нефтепродукты, нужно больше затратить денег. Поэтому Ну, она понятно. она не хуже. Она просто, ее цена должна быть объективно дешевле. Вот. А сейчас это вот исчезла, вот эта корреляция. Она Мгм. не отсчитывается от Брента уже. Она отсчитывается, как ни странно, психологически, возможно, вот от этого самого потолка. И А? дело дошло, вот тут самое-то интересное, что дело дошло до того, что когда нефть уходит из какого-то Балтийского порта, скажем, из Усть-Луги или из Приморска, она идет, ну, по цене, скажем, 42-43 доллара за баррель. Это цена ФОБ, то есть отгрузки в танкер. Вот в танкер ее погрузили, все, готово, забирайте, увозите туда. Но вот от этой цены надо еще отнять расходы на перевозку. А, скажем, везти в Индию, которая много стала покупать российской нефти, это надо вокруг всей Европы, через Суэцкий канал, там тоже деньги заплатить за проход по Суэцкому каналу, естественно. И вот все это плечо транспортное, да еще и с учетом того, что с начала войны тарифы на фрахт танкеров повысились в 7 раз, то есть там компании нефтяной уже ничего не остается в плане прибыли. Это значит, что некоторые сделки идут в общем, по цене ниже себестоимости, то есть добычи нефти, транспортировки до Балтийского порта, погрузки в танкер. Вот получается, что компания ничего не получит. А раз компания ничего не получит, значит, ничего не получит российский бюджет. Мгм. А в бюджете, если мы вспомним, там вот трехлетний бюджет сейчас принят, подписан, утвержден на 3 года. Там где-то 68-70 долларов за баррель должна быть цена, чтобы бюджет вот совпал. Плюсы с минусом там все эти. А когда мы видим первое, это цена нефти уже не 70 долларов, а Так. уже ниже 60, а то и сильно ниже 50 в некоторых случаях. Это значит, вообще ничего не... Ну, в бюджет ничего не пойдет от экспорта этой нефти. И второе, когда мы видим, что санкции все-таки работают, и те страны, которые были главными покупателями российской нефти, они перестают ее покупать, то есть экспорт нефти тоже упал сильно. Индия не выручает. Китай не увеличивает закупки российской нефти. Ну, может, там всегда были такие крики: о, смотрите, на прошлой неделе Китай, значит, вот побил рекорд, он не побил никакой рекорд. Посчитайте за месяц, вот сколько Китай получил этой нефти. Китай не увеличивает закупки. Турция, тоже была огромная надежда на то, Да. что Турция, ну сколько может Турция? Ну максимум она за год 20 миллионов тонн нефти, а сейчас говорят, 10, может быть, она 12 миллионов тонн нефти Это купит. ее собственные потребности или она Это, перепродает? это и так, и так. В основном это ее собственные потребности в нефти. Да, Турция экспортирует немножко нефтепродуктов, но не так, чтобы это повлияло серьезно на какой-то там баланс. И поэтому вот те страны, которые отказались от российской нефти с 5 числа, с 5 декабря, вот они повлияли на то, что и экспорт российской нефти сильно сократился, и добыча российской нефти сократилась. А дальше, когда мы раньше это было рассчитано с 5 марта, а теперь вот с 5 февраля, говорят, начнется эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. И это тоже здорово ударит, потому что нефтепродукты Индии и Китаю они не нужны. Те сами экспортируют нефтепродукты, им сырая нефть вообще, в принципе, нужна была бы. И поэтому вот с запретом на экспорт нефтепродуктов, это будет очень сильный удар. Я думаю, не только по моим подсчетам, вот Да. я общаюсь и с другими аналитиками, оценивают по самому такому плохому для отрасли сценарию где-то 50, даже 56% потеря добычи нефти. Не экспорта, добычи нефти в России. Мгм. А когда половина нефти в России не будет добываться,
Но это значит, встанут какие-то промыслы, могут исчезнуть какие-то поселки, которые обслуживают эти промыслы, могут закрыться некоторые нефтеперерабатывающие предприятия или резко сократить производство, то есть до примитивного какого-то абсолютно. И это будет означать сокращение поступлений в российский бюджет. Вот у нас, не буду называть фамилию, с одним видным российским экономистом Так. есть несовпадение во взглядах. Вот он говорит, что это не сильно скажется на российском военном потенциале по той причине, что, ну да, сокращается экспорт нефти и газа, но это вот сокращается поступление валюты. А валюту Россия не тратит на военные усилия, якобы. Так. Да, она тратит его на импорт каких-то вот промышленных товаров там, и так далее, но не на военные усилия, а на военные усилия тратит рубли. А рубли можно, во-первых, напечатать, а во-вторых, вот доходы там, от продаж на внутреннем рынке остаются те же. А я говорю, слушайте, а вот скажем, дивиденды, которые государственные нефтегазовые компании платят в российский бюджет, они же тоже сократятся, резко совершенно сократятся с сокращением добычи нефти, добычи газа. А налоги на прибыль нефтегазовых компаний, да плюс еще тех компаний, которые обслуживают эту отрасль, а их там сотни, этих компаний. Угу. А налоги на доходы персонала вот этих компаний, а налоги, которые в рублях компании платят в региональные, в местные бюджеты, они же тоже сократятся. То есть поступления в рублях должны тоже сократиться, и сократиться очень значительно. Поэтому вот это те самые рубли, которые будут оплачивать военный потенциал России. То есть там тоже будет такое сокращение. Ну, я не знаю, кто прав окажется в этом полемическом как бы обмене мнениями, но я придерживаюсь той точки зрения, что и на военный потенциал России сокращение экспорта нефти и газа скажется и скажется самым серьезным образом. Не, ну, во-первых, валюта используется для серых закупок каких-то комплектующих, причем, естественно, платят больше, чем они, может быть, и стоили бы в отсутствии условий войны, да? То есть переплачивается, там целое, ну, и воруют, это святое дело, да? То есть, если какая-нибудь авионика, чипы, какие-нибудь полупроводники, какие-нибудь там части комплектующие ракетных двигателей, не знаю чего, да, но это же деньги, которые тоже все-таки, поскольку в России этих производств нет, они используют прежде всего валютные. За рубли не купишь ничего, да? Значит, поэтому тут относительно это все. А во-вторых, ну как? Экономика, баланс же, он же обеспечивается поступлением доходов. Россия ведь ничего не производит, кроме ресурсов. Поэтому как раз-таки тут весь механизм экономический должен в некой гармонической связи находиться. Если где-то что-то убыло, где-то не прибудет. Вот в чем все дело. В тех условиях, когда валюта значит, сокращается ее поступление за счет снижения нефтегазового дохода. Происходит общая разбалансировка. Вон, посмотрите, как начала расти курс расти доллара и евро. И тут около банков такие легкие потасовки даже были, мягко говоря, в России, я имею в виду. Так что тут все это все-таки взаимосвязано. Оценивать это, что это, знаете, рубли напечатаем и, значит, дадим вот этим в сапожках, значит, в шинелках. Ну, это тоже такой интересный тезис. Вообще, это современный экономический механизм. Он более сложный, мне так кажется. Я ни на чем не настаиваю. Так мне кажется. Но вот мне кажется, что это все-таки некоторые последствия, не скажу, вот как некоторые говорят, отрыжка от вот, были, ну, еще до войны. Были попытки представить дело так, что во всем виноват Запад, который начал санкции. И вот, значит, эти санкции на Россию не действуют, а страдает от этого в основном Запад. Вот я знаю целую кучу аналитиков, в том числе и экономических аналитиков, которые, ну, везде вот проводили вот эту идею. Во всем виноват Запад. И вы там на Западе сами себе вот вредите, Да, вредите, да, а да. России вы, вот ее потенциал вы своими действиями никак не уменьшите. Ну, было такое. Вот немножко сейчас сгладили, ну, или повыгоняли из всяких западных центров вот таких пророссийских политиков, там,
Мягко Знаем говоря, вот это валдайский центры. клуб. Да, вот Да, да, такой. да, да. Всякие тут знаем Кеннаны, Шменнаны, знаем мы, кто там всякие такое прогонял, значит. Они там по заданию это все рассказывали. Но Ну, дело не в этом. засланные товарищи, Ну-ка, можно. ну, они прикомандированные, я бы так даже сказал. Прикомандированы. Нет, ну, это действительно такой странный разговор. Западу вредить. Ну, во-первых, Запад, значит, стоит, и ему-то что? Помним, чем закончилось одно такое противостояние в начале 90-х годов. Лучше помалкивать. Да, значит, противник этого самого Запада просто физически не стал. Он не просто проиграл в холодной войне, а просто страны такой не стало. Так что тут это еще такой разговорец, непонятно в чью пользу. Тут еще, знаете, вот экономическая оценка, она исходит из некого представления распределительной экономики. То есть, вроде как она нынче у нас в России должна бы быть, она такой не является рыночная, да, она же, понятно, монополизирована, госмонопольная экономика с отдельными рыночными элементами, я бы так сказал. А все время такое ощущение, мы рубли напечатаем, те, кто воюет, им все равно, военная промышленность и так поработает без зарплаты. Ну, это вот от ощущения, мы тут почти как в сталинский период. Не как у немцев, помните, значит, и пушки, и масло. А мы вот можем все, что хочешь. Да? Вот только пушки без масла. Значит, зачем русскому человеку масло? Да? Ему он может и снегом питаться, там, ну, что-нибудь в этом роде. А на самом деле это все не так, потому что все-таки в глобальную экономику российская это точно вовлечена, и судя по тому, что обойтись без продажи энергоресурсов она не может, хочется это кому-то, не хочется, нравится, не нравится, то говорить о том, что она справится без западного потребителя для своих ресурсов, ну, тоже согласитесь. Подтвердите мою мысль или опровергните. Я, в общем, хотел бы, чтобы мы, вот мы уже 47-ю минуту разговариваем, в конце все-таки посмотрели более глобально, более широко на эту историю. Вот мы посвятили немало эфиров, Михаил Иванович, с вами разговором о декарбонизации, о том, что вообще говоря, для цивилизованного Запада это предлог вообще реально отказаться от исчерпаемых ресурсов, ну, начать это движение, очень активно его начать. Да? Значит, и вот война, как это, было бы счастье, да несчастье помогло. Война, она этому, видимо, опровергните меня или, наоборот, подтвердите мою мысль, она сильно поспособствовала. Потому что сейчас как-то так прям искрометно все стремятся, значит, заместить все эти возобновляемые, невозобновляемые источники чем-то новым. То есть, и технологический процесс запущен, и там за ближайшие, там, не знаю, годы, выразимся так, да, то есть, может быть достигнута ситуация, при которой нужда цивилизованных, я подчеркиваю, стран, да, не стран третьего мира, не стран развивающихся, а цивилизованные европейские, Америка, в общем, Япония откажется от ну, вот этих прежних объемов, если не совсем, от российских энергоресурсов. Ну, я помню еще где-то в 2010 году, 2012 году европейцы мне говорили, вы знаете, мы, в принципе, не ратовали бы за такое ускорение движения, ну, к зеленой энергетике и даже вот, ну, просто к ограничению монополизма «Газпрома». Не спешили бы с принятием вот таких документов, как третий энергетический пакет и так далее, если бы «Газпром» вел себя цивилизованно и оставался бы надежным поставщиком энергии для европейцев. Но поскольку «Газпром» нам стал доказывать, что он, в общем-то, повинуется политической воле и использует поставки газа в качестве политического инструмента давления, шантажа, то мы резко ускорили. Во-первых, ограничили «Газпром» вот в его монополизме, а затем стали более внимательно смотреть на обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, то есть на то, чтобы диверсифицировать поставщиков. Не маршруты, как «Газпром» предлагал, а именно самих поставщиков. Да, это страшно ускорило, и война, она явилась таким толчком мощнейшим. Началось все это, мощный толчок, значит, был, когда возник в прошлом году, еще в прошлую зиму, газовый вот так называемый кризис. Особо кризис там не получилось, но «Газпром» попытался там очень сильно играть на европейском рынке, лишая его дополнительных объемов газа. Не получилось. И европейцы ускорили переход к зеленой энергетике.
Мы сейчас видим, что то и дело поступают сообщения, вот, смотрите, у нас в нашей стране, там одна из европейских стран говорит, за минувшие сутки возобновляемые источники энергии дали 82% электроэнергии всей страны. Ну да, такие бывают дни исключительные, но в целом, я смотрю, уже где-то выход на 38%, нормальный такой выход вот этих возобновляемых источников. Можно как угодно критиковать и солнце, и ветер, там, и прочее биотопливо, но они дают все больше и больше. Да, иногда это дороже, чем просто уголь или природный газ, но с точки зрения перспективы, во-первых, все удешевляется постепенно. А во-вторых, с точки зрения перспективы перехода на более чистую энергию, да, вот Европа решила это делать, вкладывают деньги, правительство субсидирует это, компании. Вот к моему глубочайшему сожалению, стали нефтегазовые компании недостаточно инвестировать в нефть и газ, хотя это может привести к некоторым провалам вот мирового баланса, но тем не менее вот нацеленность на зелень, на зеленую энергетику, она уже совершенно очевидна, и назад там никак не повернуть, это все движение совершенно устойчивое, и Россия здесь вот в этом движении может оказаться не просто на задворках, а далеко позади, и уже никогда не нагонит вот это направление мирового прогресса. Ну да, что же, 51 минуту мы были в эфире, 60 тысяч человек нас смотрит, больше 20 тысяч поставили лайки, спасибо, друзья, спасибо, Михаил Иванович, за этот эфир, вот, ну, будем смотреть, как оно будет развиваться, все, в общем, в этом есть, безусловно, прямая зависимость от способности вести войну в Украине и экономически обеспечивать эту войну. А в значительной решающей степени это зависит от углеводородной конъюнктуры и вообще способности России иметь доступ вообще, и вообще иметь доступ к рынкам. Вот. Так что спасибо, спасибо огромное. У меня просьба ко всем зрителям. У нас буквально через несколько минут, через 9 минут будет новый эфир с военным экспертом Юрием Федоровым. Не упустите возможность послушать буквально. Так что ждем вас через уже 8 минут в эфире. Михаил Иванович, спасибо вам огромное. Спасибо, что позвали, и всех, кто слушал, с наступившим Новым годом. Спасибо, присоединяюсь.